Добрый вечер, дорогая редакция. Классические станки, Т-образные станки. Какие они? Сколько их? Ребят, если идти вот так вот по порядку, то начинается... Я время от времени буду сыпать английским. Ребят, заради Христа простите, но просто если вы выйдете на просторы интернета, вам нужно будет знать хотя бы. Большинство это знает, но есть те, кто не знает. Вот для них я и говорю. Open comb и close comb. Это получается открытый гребень и закрытый гребень. Чем они отличаются? Закрытый гребень хорош для новичков, они менее агрессивны. Для начала, если все-таки вот кто-то соберется брать, такой станок предпочтительный. Есть среди них и, скажем так, ребята не совсем уж такие слабенькие. Например, вот взять Müller 89R, он ближе не к мягким, он к середине где-то вот так. Но тем не менее, все равно это будет мягче и менее агрессивно, чем с открытым гребнем. С открытым гребнем они изначально более агрессивны, хотя и среди них есть мягкие варианты. Тут много нюансов. Но получается так, что с открытым гребнем он агрессивен за счет чего? У него вот эта вот гребенка, нет нижней полочки. Если здесь она есть, и вы можете опереть ее на кожу лица, там будут просто вот такие вот грабельки. Они бреют чище за счет своей агрессивности. С открытым гребнем вам нужно будет достаточно меньше пройти раз, чтобы кожа лица стала уже чистой, и вы пробреетесь быстрее. Но и ответственности больше, и техника должна быть уже отточенной. Новичку начинать на открытом гребне, точно так же, как и на Силан Бар, но, наверное, все-таки не стоит, к этому чуть-чуть попозже подойдем. На открытом гребне ответственности больше. Нужно больше понимать, больше контролировать свои действия. Закрытая гребенка, она более лояльна, она может простить ошибку поначалу. Так сильно вы не поранитесь, если не дай бог что. Да, ну возможно придется разок-другой там лишний раз провести, но зато будете живы, здоровы, все будет хорошо. Страшного ничего нет, но с закрытой гребенкой все-таки лучше. Если говорить о мягких, средних и агрессивных, мягкие станки я бы записал Merkur 34 HD. Ребят, HD это Heavy Duty, ну, на русский перевести как созданный для тяжелой работы. Вещь. Merkur 34 HD это классика. Я и раньше-то о нем мечтал, но в последнее время пересилил вначале Müller, а потом все-таки уже на Merkur подсел, прогресс. Сейчас бы мне кто предложил, а хочешь? Хочу. Мне мягкие станки нравятся, и я с удовольствием его приобрету, как только мне представится такая возможность, потому что столько я наслышался о нем, один единственный раз держал его в руках. Ребят, ну такой, знаете, да, вещь. Хочу. А если говорить за средние, то за средние, наверное, Müller R89, он все-таки как-то ближе к среднему, чем мягкому. Тут достаточно разноречивая информация, потому что есть много людей, которые говорят: ребят, да бросьте, он мягкий. А кто-то говорит: ребят, да вы что, да он жесткий, он средний. Я всех их слушал, думал, что сделать, как быть. По итогу я взял Müller R89 Rose Gold. Я его называю Сонька золотая ручка. Ну, симпатичный такой. Мне он показался как средним. Та мягкость бритья, которую могу получить на Меркуре, здесь этого не добьетесь. Не скажу, что это плохо. Все зависит от вашего внутреннего состояния, от ваших хотелок. То есть зашло вам, не зашло. Я бы отнес его к средним. Ну а к жестким, несомненно, можно отнести Müller R41. Там уже агрессивный такой станочек. Есть станки, которые комбинируют все это в себе. Вот простой такой пример, как вот, допустим, тайландский, по-моему, если мне память не изменяет, Icon, икона по-русски. Когда предприятия изготавливают такие станки, они делают сразу же несколько пластин. Тут мы можем подойти к тому, собственно, как сделаны эти станки. Есть станки,
из двух частей. Например, яркий пример тому Merkur Long, Merkur Progress Long. Две части, все, больше ничего нет. То есть верхняя и нижняя часть, она же является и ручкой, и пластиной, та, которая будет задавать угол и держать лезвие. Есть станки, которые состоят из трех частей. Яркий пример тому Сонька Золотая Ручка, он же Merkur 89, R89. То есть у вас есть нижняя пластина, на которую вы укладываете лезвие, верхняя со штырьком вы одеваете, и только после этого уже прикручиваете ручку. Тот станок, о котором я говорил, Icon, он подразумевает под собой ручку, верхнюю пластину и средняя меняющаяся часть. То есть там вы за счет того, что меняете части, у вас получается меняется вынос лезвия, та величина, на которую лезвие выходит, плюс угол атаки реза. За счет этого меняется агрессивность. Удобно? Да, несомненно, удобно. Но вообще станок Icon, он хоть и не дешев, но, как по мне, так это яркий пример качества и целеустремленности. По сути, человек, мастер Золотые Руки, на коленках взял, сделал первый станок, показал на форуме, людям понравилось, потом сделал там еще кому-то, потом сделал пробную партию. Но кто это сейчас помнит? Уже никто. Зато есть Icon, который продается уже по всему миру, и человек открыл предприятие. Это к тому, что посмотрите, кто вокруг нас. Возможно, тот, кто сейчас делает дриптип, или тот, кто делает мехмоды, а завтра это будет уже владелец газет, пароходов и все такое прочее. Шутка. Помимо такого конструктива, есть еще станки бабочки. По сути, там получается как? Ручка – это как бы один агрегат. И обязательно будет или крутилка внизу, или крутится сама ручка. И после того, как вы ее крутите, у вас наверху расходятся лепестки, и вы спокойно кладете туда лезвие, а потом закручиваете. Там угол тоже задан. Для новичков кошерный вариант. Потом, когда вернемся к стартовому набору, что брать для новичков, я ссылки, все адреса, пароли, явки накидаю. Есть достаточно недорогие и настолько хороши по отзывам, что даже я сам, вот, наверное, горел, месяца два взять такой. Потому что, ну, по сути, знаете, ребят, 10, 12, 15 долларов за станок, даже там 8 можно было взять. А отзывы такие, ну, просто das ist fantastisch, там прям, И я, наверное, еще, может быть, еще и вернусь к этой теме, но ссылку я вам все равно дам. Бабочка. О чем мы еще можем поговорить? Кроме такого конструктива, как я вам сказал, есть еще сланд-бары, силанд-бары. Что за зверь такой? У него получается, если здесь на станке мы видим ровную кромку, я потом крупным планом вам еще все покажу, то там эта кромка изогнута, и она наподобие гильотины, вот так вот, если это ровно идет, а так как... Возьмите вот так вот ровное, да, вот так вот возьмите, хоп, и загните, вот так вот, наверное, вот. И представляете, как таким бриться? Штука мощная, штука серьезная и штука такая, знаете, надежная. Два типа станка считают особо приближенными к опаскам по степени мощности и качества бритья и по степени осторожности обращения с ними. Это с открытой гребенкой и особенно сланд-бар. То есть вот за счет этой изогности, ребят, самое простое поднатаскаться вот на таких вот на простых вещах, а потом уже идти на сланд-бар. Потому что если у вас нет опыта работы вот с этой вот штукой, и вы сразу на него кинетесь, ну не хочу сказать, что вы кровище все забрызгаете, но рожу-то лица вы себе хорошо разнесете. Там шутить не будет. Если, допустим, вот этот вот вам простит все. Здесь от единички до пятерочки настроили, ну и мама не горюй. Я здесь могу, допустим, там вообще взял, ну, для начала, допустим, я хочу пройти агрессивно, взял, поставил на четверку, даже на пятерку. Он у меня все содрал, а потом на единичку, на двоечку выставил и мягенько, бархатисто все собрал. Здесь, как по моим ощущениям, он сразу работает на тройке где-то примерно, если вот по этой схеме. Этот, наверное, где-то 3 с плюсом, наверное. Нет, наверное, точно так же по тройке, как вот этот. Если вы возьмете силанд-бар, ребят, это может быть даже пятерка, а может быть даже еще и шестерка.
Новички, не суйтесь. Обкатайтесь, а потом уже все-таки к этому придете, если вам, конечно, это интересно будет. Так, о чем я еще хотел вам сказать. Вы сами можете прекрасно видеть, насколько они разные и как они отличаются дружка от дружки. Если, допустим, это то самое чудо, к которому мы все привыкли на протяжении всех этих лет, ну, может быть, не самый лучший представитель, но тем не менее, то вот это тоже рапира. Это представитель Т-образных, который состоит из 3 частей, то, что я вам говорил, который можно купить за 150 рублей. Ну, конечно же, это не предел совершенства, но тем не менее станок достаточно рабочий. И для начала, ну, почему бы и нет, более чем. Если говорить за этот, то это тот самый Мюлле R89, на который я повелся изначально, и по которым до сих пор еще спорят. То ли он мягкий, то ли он средний. Ребят, он для меня лично, он ближе к среднему. Не мягкий, но ближе к среднему. Он точно так же состоит из 2 частей. Нижняя пластина, вот такая, и верхняя. Ну и сама ручка, собственно. Что мне импонировало именно в этом станке, это не только внешний вид ручки, вот та насечка, которая здесь есть, но и то, что она с золотом. Сам цвет. Золото тут ни при чем, я не ворона, что-то блестящее. Сам цвет, он какой-то, знаете, он такой умиротворенный. Это не какая-то дешевка, которая, вы знаете, там цепанешь пару раз, и она все уже облезла. Этому станку уже где-то, наверное, года 2. Ну, как он выглядит, сами посмотрите. То есть, ну, вполне себе так, ничего. Ну и, конечно же, мой любимчик. Merkur Progress Long. Почему Long? За счет длинной ручки. Есть точно такой же вариант, но с короткой ручкой. Я не стал брать с короткой. Мне нравится, что взял в руки, чтобы что-то было. И вот этот вариант мне почему-то так вот и подошел. Это тот самый станок, который состоит из 2 вещей, из 2 частей, про которые я вам говорил. Откручиваете здесь, получается у вас ручка, полностью монолит вместе с нижней площадкой. Вот так, наверное, вам будет удобнее видно. Ну и, собственно, верхняя площадка, как таковая. Когда вы его собираете, здесь есть только один нюанс. Вот здесь вот будет треугольник, а на площадке на одной из сторон, вот здесь, видите, ничего нет, а на этой стороне будет насечка. Все, что вам нужно, это просто этот треугольник с этой насечкой совместить, а потом начинаете крутить ручку. Таким образом вы его соберете. Все, собрали. Здесь на ручке есть точка. И здесь цифра. Когда вы правильно вот здесь вот совместите, то получается вы сможете регулировать от 0 до 5. Это и будет ваша регулировка. Если же вы здесь неправильно совместите, то регулировка собьется. Смертельного ничего не будет. Вы себе голову не отрежете и побриться-то побритесь, просто у вас путаница возникнет. Поэтому лучше сразу правила соблюдать, и все будет в порядке. Здесь не бонитовая, понятно, что пластиковая. А вот что за голова? Ну, ребят, знаете, он у меня уже где-то тоже больше 2 лет, и я с этим горя не знаю. То есть я поэтому даже и голову не забивал, там, и бонит, или просто пластик, или еще что-то. Со своей колокольни могу сказать, ребят, станок великолепный. За что он мне нравится? Если люди выбирают там вот этот покороче, в смысле этот помягче, этот пожестче, этот средний какой-то, я все это могу выбирать на нем. То есть я голову себе совершенно не забываю. Понятно, что я это не делаю, потому что я вот выбрал одно комфортное для себя, я на нем и сижу. На нем у меня комфортность в районе где-то 2-2,5. Чаще всего я на 2 бреюсь. То есть, ну, вот люблю я мягкое бритье. Вот он мне это и дает. Вот, собственно, что хотел вам показать. Хотел сказать вам о том, из каких фирм выбирать. Ребят, их очень много. Очень много. И по сути, вот то, что я вам сейчас назову, это такая, знаете, та рекомендация, которая на плаву лежит. Но
Конечно, вы их найти гораздо больше можете, их просто куча там всего навалом. Но те, что я вам назову, у них есть один очень серьезный плюс. Кроме того, что они все наверху, на плаву, а не на виду. Это все проверенные фирмы. И они говна не делают. У них все с этим в порядке. Итак, поехали. Можно выбирать среди Меркура, среди Мюлле. Потом есть индийский Паркер, японский Физер. Потом есть английский Эдвин Джаггер, есть Лорд L6, вот неплохой станочек. Ну и, конечно, те самые бабочки, помните, которые я вам говорил, на китайском рынке, там за 10 баксов, ребята, вейши. Хорошая, достойная штука. И причем они как-то так интересно делают, что вы можете купить как станочек кошерно оформленный, там в пластиковой баночке, там со всеми закрывашечками, за 12 баксов. И точно так же можете взять просто в каком-то матерчатом чехле там, за 8 баксов. То есть, ну смотрите по отзывам, где хорошие отзывы у продавца и в целом, там да, там можно брать, вейши это хорошая штука, мягкий в резе. А что касается Физера, японца, это тот же самый производитель, который выпускает всемирно известные самые острые лезвия в мире, Физер. Острее Физера просто нет. Он же выпускает и станки. Но это, наверное, больше для любителей агрессивного реза. То есть, кто любит, вот раз провел, сразу чисто. Ну да, вот можно обратиться туда. А что касается Эдвин Джаггер, ребят, ну это старая добрая фирма. Точно так же, как и Мюлле. Точно так же, как и Меркур. То есть, ну, это уже имена, проверенные не одним десятилетием. У этих ребят можно спокойно брать. Индийская компания, вот, которую я вот назвал, Паркер, я не знаю меньше, врать не буду. Но то, что я не знаю, это хорошая информация. Я практически не встречал людей, которые бы вот этот Паркер ругали. Я к ней как-то, знаете, вторично так относился, потому что, знаете, там Индия, то есть все, 5-10, ну, мало ли. Думаю, что напрасно. На самом деле фирма-то неплохая. По большому счету, ну, чего думать плохого об Индии, если у меня автошейф оттуда оригинальный, если камни вот эти вот я для себя привозил тоже из Индии. Ну, а почему бы, в конце концов, хорошим станкам там не быть? Вот. Что касается вот так вот вкратце по станках, о станках. В следующий раз, в следующем обзоре, я думаю, мы с вами обсудим набор для новичка. Первичный, то есть что можно было бы посоветовать, что можно было бы взять. И не только по станкам, но и, наверное, по всему. Возможно, я преждевременно забегаю вперед. Можно было бы, наверное, все-таки по мазки первыми пустить. Но вот почему-то хочется для новичков вначале рассказать, а потом после новичков уже и по мазках поговорим. Ребят, на этом заканчиваю. Доброго, хорошего вам станка. Лезвий, которые у вас будут выдерживать не меньше 3-5 разов побриться. Не резаться вам никогда. Ну и пускай всегда у вас все будет хорошо. Дай вам Бог здоровья. Пока-пока. С вами был я, Вадим.